Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, это Польза.нет Live, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства, и это обзор одним кадром, когда я в течение 10-15 минут рассказываю вам о смартфоне, и вы видите, как он способен это вам ретранслировать с использованием своей камеры, основного модуля в 4К 30 FPS он максимум может снимать. Как вы видите, он выглядит так же, как iQOO Z9 Turbo. Везде у нас Turbo, да, Redmi 3 Turbo, будущий Poco F6, обзор уже на который на канале, и обзор одним кадром. Теперь еще iQOO Z9 Turbo, но это iQOO Z9, не путать Z9 Turbo. В чем его плюсы? Ну, в первую очередь в том, что у него такой же сенсор, как у iQOO Z9 Turbo. И по идее он может снимать видео также, но видео он также не снимает, 4К 60 FPS на основной модуль у него нету. Напоминаю, кстати, ладно, вдруг вы первый раз смотрите, у меня уже это 82-й обзор подобный на канале. И это жесткий штатив без всякого стабилизатора, у меня есть со стабилизатором DJI. Я в одних и тех же условиях, единственное освещение иногда разное, но мы сейчас поймаем закат солнца, это тоже неприятно для смартфона. И рассказываю то, что запомнил. Основное по поводу смартфона, это примерно так же, как я делаю обзоры на основном канале. На основном канале, к слову, уже 2000 обзоров, а делаю я их просто. Я сначала делаю тело, потом там сравнение внутри по камерам, ну и вход-выход я беру из головы. Вот то же самое, без подготовки я стараюсь вам рассказывать об этой железяке, и начнем. Начнем с того, что здесь есть, разумеется, царский комплект. Царский, потому что здесь и блок питания, и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Симки здесь нету, карты памяти, к сожалению. А учитывая, что версия я видел только на 128-256 гигабайт, это, конечно, печально. И чехол. Чехол не худший, не лучше, обычный силиконовый, но для начала хватает. Разумеется, защитная пленка на экране, в отличие от всяких самсунгов, к слову. И в целом можно доставать смартфон из коробки, Google сервисы есть, разумеется, есть Play Market, и так как это обзор одним кадром, и вы сюда приходите для того, чтобы примерно оценить, как смарт может снимать, сразу говорю о недостатках, здесь нет 7 и 20 бенда, так же как Z9 Turbo, и сразу скажу, что есть операторы, которым это не важно, есть много пользователей, которым это не важно в России, но 7 бенд желательно, чтобы был, чтобы вообще не запариваться. Если его нет, 20-й вообще мало кто использует и мало где, но про него тоже блогеры говорят, что правильно делают. И не забываем про агрегацию частот. Чей бренд iQOO? Напоминаю, что это вивовский бренд. Когда-то это были чистой воды игровые смартфоны. По мне они таковыми и остались, потому что они нереально крутые и заточены в играх под автономность, отсутствие сброса яркости, тач и стопроцентный комфорт. Почему? Вот ладно, давайте сначала по съемке расскажу чуть-чуть. Хотя здесь сенсор у нас и такой же, как Z9 Turbo, снимает смартфон хуже. Хуже он снимает из-за процессора. Процессор выбивает всего 800 тысяч баллов в Antutu. Это маловато, конечно, но мы не об этом хотим с вами поговорить. Я хочу поговорить о том, что здесь, к сожалению, стабилизация включается только в 1080p 30 fps. То есть 1080p 60 fps ты стаб не включишь. И как раз по этой причине вы не видите обзора одним кадром очень часто у меня на смартфоны, которые поддерживают 1080p 60 fps. Потому что в 1080p 60 fps, что в 4К 30 fps, у них все равно нет стаба. А если нет стаба, то смысл возвращаться, правильно? Все равно будет картинка плюс-минус не волшебная. У меня, к слову, уже довольно ушатан стабилизатор, ну не стабилизатор, а штатив этот, чуть-чуть. И поэтому я стараюсь нести его чуть-чуть аккуратней, чем обычно, и, наверное, заменю в скором времени на что-то более-менее дерганое. Начнем. Про экран 144 Гц, 1500 люксов в пике, это очень круто. 850 люксов в максималке, очень круто. Яркость сбрасывает немного, там 650 люксов он показывает. К сожалению, в максимальных настройках PUBG New State он не тянет. Получается, FPS он сбрасывает, я не думаю, что он будет его тянуть, но микролагов, в отличие от других смартфонов, у которых может быть 1,5 миллиона баллов в Antutu, и они почти все время держат 90 FPS, но потом у них получается какой-то краш, у него нету. То есть, несмотря на то, что
вроде бы FPS у него проседает, у него не бывает вылетания. То есть там 30 FPS, 20 FPS, тормозов. Очень хорошо в этом смысле реализованы вообще все айкушки, хотя за 9 турбо даже по мне, по ощущениям при игре был хуже. Если говорить про сильные стороны, про экран 144 Гц, они не везде, то есть 144 Гц вы мало где увидите. Это логично, при том, что он и не потянет 144 Гц везде и надолго. Вибра хорошая, тач хороший, плотность пикселей тоже за 400, по-моему, 450, при том PPI, при том, что вы еще и можете ее менять. То есть вообще, учитывая, что эта штука стоит $200, я хожу и думаю, я реально рассказываю как о среднем бюджете, таком прям топовом. А по факту это чуть-чуть дорогой бюджетник. То есть у вас за $200 девайс выглядит так же, то есть он идентичен внешне, как и наш счастливый Z9 Turbo. То есть они внешне одинаковые. Единственное, там надпись оптическая стабилизация, а здесь надпись на модуле камер OIS. Ой, не OIS, это там оптическая стабилизация. А здесь у нас надпись, что просто 50 мегапикселей. И если говорить про этот смартфон, внешне он копия получается. Я его топил. То есть я уже после утопления делаю обзор одним кадром, но он уже подсох по полной программе. Если говорить про утопление, топить нельзя, IP64, разумеется. Но нам же хочется проверить, правильно? Вот мы и проверяем. Вот так вы сможете снимать закат на этот смарт. Пока я не потерял мысль. Экран прямой, грани прямые у него. Разумеется, рамка пластиковая. Но, разумеется, это такое понятие растяжимое. Почему? Потому что в эти же деньги вы можете, допустим, приобрести А30. Какое? В эти деньги вы не купите. Да, это в Z9 Turbo вы можете приобрести. А здесь за 20 тысяч рублей вы вряд ли сможете приобрести себе смартфон с металлическими рамками. То есть вы с металлическими рамками смарт покупаете только если Samsung A55 самый дешевый за 27. Если говорить здесь еще про модули, ультраширика здесь вообще здесь ничего нет, кроме основного модуля и фронталки. Фронталка, как всегда, у айкушек не в Красную Армию, и не к селу, и не к городу, и вообще какие только присказки не используй. А если говорить про динамики, стерео с перекосом, толком не настраивается звук. Мини-джека нет, инфракрасника у нас есть инфракрасника, это хорошо, лучше 10 раз перепроверить, чем один раз потом обтекать, правильно? Направленного микрофона, разумеется, нету, и использовать его для съемки такое себе. В общем, это такая рабочая лошадка с Google сервисами, в принципе, настраиваемыми оповещениями, плей-маркетом, русским языком из коробки, а айкушки никогда не блокируют. Автономность, почему я вообще делаю обзор одним кадром и почему у меня глаза горят и все остальное из разряда там скорости, памяти, еще чего-то мне даже рассказывать вам не хочется, потому что это даже, это небо и земля по поводу мощности по сравнению с турбо, Z9 Turbo, но он реально ест 3% заряда он не прошел у меня PC-марк, но 3% заряда в YouTube в час. И я гонял его много часов, в 4К он воспроизводил видео на максимальной яркости, не в пиковой, разумеется, а просто в максимальной и с максимальной громкостью. Худший вариант был, когда он ел 4%, ну вот я гонял его максимум, по-моему, 8 часов. Вот за 8 часов он ел 3%, 32%. Ой, какое 32? 24% он съел. Ну, может съесть 32, я допускаю, что может перегретый быть, там батарея просядет. Заряжается он долго, в течение часа примерно. И как рабочая лошадка отлично, если бы не отсутствие 7-20 бенда. Вот это как эпичный фейл, но с этим либо вы живете, либо нет. Подбородка почти нет, экран мне нравится очень сильно. Очень сильно нравится, как ведет себя в повседневке. И если забыть, что я все время говорю, вот все равно вместо этого смартфона я бы купил на распродаже Poco X6 Pro или Redmi Note 13 Pro Plus за 23 тысячи рублей, потому что это глобалки. Для себя я повторяю, как и в ролике, я бы взял iQOO Z9, даже не думая. Еще меня бы подмывало, как я в начале прошлого ролика говорил, за iQOO никто денег не получает. То есть вы никому не платите, ни блогерам, ни продавцу, вообще никому.
вы покупаете смартфоны эти ниже иногда, чем в Китае. Это очень круто. Что я выигрываю от того, что я вам советую, чем больше людей с этим ходит, тем больше людей говорит, что увидели у меня, и тем больше у меня подписчиков, и так канал и растет. Делаешь нормальный совет, даешь нормальный совет. Напишите, может быть, кто-то когда-то вот ни разу не читал комментарии человека, кто разочаровался в Айку. Напишите. Вот что вы ожидали чего-то большего, лучшего, и вы получили за эти деньги худший вариант. Я, кстати, допускаю, что такие люди есть, просто сегодня задался вопросом попытаться найти такого. Нет. Говорить, что iQOO Neo 9 лучше я не буду, что Z9 Turbo лучше не буду, потому что стоят они на бодрых 30% дороже. Поэтому от меня девайсу однозначная да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Приходите 23 мая на презентацию Poco F6 и F6 Pro. Я там расскажу, как я оформлю розыгрыш на F6 Pro. После него увидите обзор, потом прожарку на пользу стрима и потом обзор одним кадром стандартный, если вам будет он интересен, вот такой же. Кто хочет помочь каналу, подписывайтесь на телеграм-канал скидок, и если у вас там есть премиум, дайте мне голос. Я тогда 200 голосов потом еще разыграю. Мне не хватает 60 голосов, чтобы я купил 200 и стал их разыгрывать. У меня теперь вот такая, у нормальных людей какие-то нормальные цели, у меня вот такая. Девайс от меня, да, повторяюсь, на основном канале уже 2004 обзора, не удаленные, потому что я там удалял. На этом канале, я не знаю сколько обзоров, но это 82-й обзор одним кадром. То есть вы можете сравнить, что как снимает плюс-минус одинаковых условиях, с одинаковым листом вместо лица. И iQOO рисует видео, рисует фото. Но, возможно, вам это нравится. Девайсу, повторяюсь, от меня да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.